Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о знаках зодиака, которым идеально подходит жизнь в Соединенных Штатах Америки. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать, какие подсказки Вселенной вам нужны. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет полезна и важна. Америка – это большая достаточно страна, и в то же время она разная. И было бы, наверное, странным говорить об общем американском менталитете, ориентируясь только на ее самые известные города и регионы. Но с точки зрения астрологии, государства, как и люди, находятся под влиянием знаков зодиака. Но в определении одного самого влиятельного для страны знака мнения зачастую расходятся. Поэтому можно предположить, что для разных характерных граней страны и ее менталитета подходят и разные знаки зодиака. Кто же те знаки зодиака, счастливчики, которым идеально подходит жизнь в США? Первый знак зодиака – это близнецы. Близнецы – это отражение разнообразия и подвижности американской среды. Близнецы – это такая вот суета, движение, это множество языков, информация, также организация, посредничество, сделки, расчеты, коммуникации и общение. И вот в многонациональной Америке, где в крупных городах на всю катушку кипит жизнь и деятельность, близнецам было бы весело и интересно прожить в Америке. У близнецов достаточно интересный склад ума. Они могут быть лидерами, они умеют находиться в различных ситуациях и принимать те правила игры, которые диктует им жизнь и та страна, в которой они находятся. При этом близнецы достаточно легко и быстро изучают языки. Поэтому, если в знаке зодиака человек решил отправиться в Америку и там начать, например, новую жизнь, при этом не зная языка, не зная традиций, культуры, менталитета, вы можете не расстраиваться. Главное, чтобы у вас было желание жить в этой стране. Язык вы выучите, он несложный. Поверьте, кроме того, близнецы по натуре они достаточно быстро изучают и воспринимают информацию. Поэтому, уважаемые близнецы, для вас Америка всегда открыта. Следующий знак зодиака, которому идеально подходит жизнь в Америке, это знак зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, вы по натуре такой индивидуалист. Вы можете чувствовать себя свободным и принятым в американской среде. И американцы сами по себе не уверены, что никто и никогда не вправе ограничивать их свободу. Они знают свои права и не боятся отстаивать их. Поэтому водолеи, они не стесняются высказывать свое мнение, выражать себя во внешнем имидже, творчестве, а также умеют уважительно относиться к проявленной индивидуальности окружающих. Поэтому вы, водолеи, вы сами по себе самобытны, экстравагантны, свободолюбивы по своей природе. И весьма вам созвучна и понятна американская культура, ее атмосфера в этом контексте. Поэтому, уважаемые водолеи, если у вас есть в планах отправляться в Америку, вы можете потихоньку заниматься этим. Знайте о том, что вы индивидуалист, вы будете в Америке интересны. Даже вне зависимости от того, сколько вам лет сейчас, 20 лет или 55. Знайте о том, что Америка для вас открыта. То есть звезды говорят о том, что вы легко справитесь со всеми трудностями, которые, возможно, у вас будут в Америке, особенно первые полгода, год, в связи с вашей адаптацией, с теми, возможно, какими-то проблемами, непониманием, но вы быстро впитаете эту информацию и примете эту информацию для того, чтобы можно было двигаться дальше. Следующий знак зодиака, который легко может переехать жить в Америку и не просто даже жить, а наслаждаться жизнью, уметь зарабатывать деньги, это знак зодиака Лев. Вы знаете,
одна характерная американская особенность, которую можно приписать знаку зодиака Лев, это стремление быть самым лучшим в том, самым лучшим в этом. И тема лидерства, она неотделима от истории США. Поэтому львы – это такой вот, знаете, сектор развлечений, удовольствия, творчества и сцены в астрологии. И стоит ли говорить об американской музыкальной и киноиндустрии? Поэтому Лев со своими амбициями, талантами, желанием пробиваться и звездить отлично вписывается в эту грань американской культуры. К тому же львы достаточно жизнерадостные, дружелюбные, они оптимисты по жизни, и им свойственна и понятна психология американцев в целом. Поэтому, если вы по знаку зодиака Лев, и у вас также есть в планах переехать в Америку, но вы еще боитесь, вы думаете, что у вас что-то не получится, смотрите, сами звезды, уважаемые львы, говорят о том, что все на вашей стороне, что вы... Если вы оптимист по жизни, если вы жизнерадостны, если вы умеете постоянно улыбаться везде и всюду, а львы они такие, что их обаяние, их улыбка, их умение разговаривать, вы просто в себя влюбляете людей. Поэтому, уважаемые львы, вы спокойно можете отправляться в Америку, там жить, и не просто жить, не просто существовать, а именно развиваться. При этом, вне зависимости от того, уважаемые львы, чем вы в Америке не занимались, любая деятельность, ну, в законных, конечно, правах, в законных именно ипостасях вам принесет не только хороший доход, но и также развитие. Вы сможете даже помогать своим родственникам, которые остались в одной из стран СНГ. Следующий знак зодиака, который также спокойно и легко может жить в Америке, это знак зодиака Весы. Вы знаете, уважаемые Весы, вы привлекаете людей. Вот это что у вас достаточно интересно. И при этом, с другой стороны, это многих людей раздражает. И вот американская отзывчивость, улыбчивость очень схожа с характером знака зодиака Весы. При этом весы, они сами по себе такие дипломатичные, стремятся быть хорошими со всеми и во всем. И американцы сами по себе, они весьма приветливый народ, легко знакомиться с новыми людьми и не спешат грузить друзей, приятелей какими-то своими личными проблемами. Но вот такая у них культура и такой у них менталитет. Весы в какой-то степени так же само воспринимают мир, как и американцы. То есть весам достаточно легко будет приехать и обустроиться на новом месте. Друзья, вот такие знаки зодиака, которые действительно им идеально подходит жизнь в Америке. Так что рискуйте, и у вас действительно все получится.